Всем привет и небольшое изменение в подписках на Boosty. С сегодняшнего дня подписок остается ровно одна штука, самая дешевая, информатор. Подписки, которые позволят вам стать соведущим или занять место наверху в спонсорах канала, я удаляю, потому что они не имеют никакого значения. Если вдруг вы захотите стать спонсором канала, чтобы ваше имя опубликовалось наверху, можете также сделать это через Boosty, произведя небольшой донат, который отображается с левой стороны страницы. Если же вы хотите стать соведущим, то вы можете просто воспользоваться контактами и связаться со мной. Мы с вами обсудим, протестируем, и если все удачно сложится, вы будете спонсором канала, потому что вам в любом случае придется заплатить больше 500 рублей, и вы точно так же будете соведущим, потому что, в принципе, ради этого все и затевалось. Все остальное работает точно так же, как и раньше. Так, всем доброго дня. Начинаем очередной стрим. И осталось прям совсем чуть-чуть, только проверить, как оно у нас сообщение проходит. На ютубе проходит нормально. Да, в принципе,
Во ВКонтакте тоже проходит неплохо, поэтому можете писать сообщения где угодно, а я их, может быть, даже прочитаю. Ну и первая штука, про которую мы поговорим, это самый глупый вопрос, который вы мне прислали. Прислали вы мне его, даже не знаю зачем. Читаю дословно, как он звучит. Крик и визг про очистку в недалеком будущем. С автором пришлось немножко попереписываться, чтобы узнать, что он имел в виду под криками и визгами. И выяснилось то, что товарищ не сильно доволен тем, что всякого рода Урганты и прочие актеры, певцы начинают возвращаться. Но эту тему мы уже озвучивали не раз, не два. Я думаю, еще 3, 4, 5 раз, не раз озвучим. Все они возвращаются по той простой причине, что с той стороны забора они нахрен никому не уперлись. От слова совсем. Сравните цены на билет у того же Галкина в Прибалтике и у того же Галкина в Москве. И поэтому лично я не удивлюсь ни на секунду, когда тот же самый вышеупомянутый Галкин опять нарисуется на новогоднем огоньке. Будет ходить, шутки шутить и делать вид, что ничего не произошло, а вы просто его неправильно поняли. И все. Что еще по этому поводу сказать, я не знаю. Поэтому, по большому счету, больше ничего по этому поводу и не скажу. А лучше потрачу 5 минут на то, чтобы рассказать, как работают всякие разные сервисы. Лично я общаюсь очень много с азиатскими и не только азиатскими товарищами, которые предоставляют мне всякое разное оборудование на рекламные обзоры. Но есть небольшая фишка. У меня нет раскрученного YouTube-канала, Telegram-канала, контакт-группы, еще где-то, что-то, как-то. И поэтому, если я, например, обращусь к какому-нибудь товарищу и типа скажу: дружище, дай мне, например, что-нибудь интересное на обзор. Я это сниму, видео, выложу, получишь 1000 миллионов переходов по ссылочке, которую ты мне предоставишь. И за это я попрошу у тебя 100 рублей. Условно. Такая фишка не прокатит. Потому что в интернете вы можете найти контакты любого популярного блогера, миллиончика, 2, 3, 5, 10 и так далее. И с вас возьмут достаточно большие деньги и расскажут, как, например, ваш телефон такой хороший и удивительный, почему он еще не стал топом продаж в России. Причем без разницы, кто будет делать, как это будет делаться. При любом раскладе, если кто-то заказывает похвалить товар, то блогер будет хвалить товар. Даже если он этим товаром впервые в руки взял его примерно за 2-3 минуты до того, как начали снимать видео. Но так как я не могу сделать подобную рекламу, я пошел немножко другим путем. У меня есть база данных молодых, начинающих блогеров, у которых 1000, 2, 3, 5, 10 живых подписчиков. На Ютубе, ВКонтакте, в Инстаграме. Сейчас в последнее время начали появляться даже на Рутубе. Но
С учетом того, что сервис кривой, косой и толком не работает. Поэтому, ну, как-то так оно выходит, что не особо он кому-то и нужен. Но в любом случае, просто-напросто я сделаю так, что, ну, я не знаю, 1000 при определенном бюджете, 5000, 10 000, огромное количество людей опубликуют фотографию вашего гаджета, снимут обзор, выложат все это на разных каналах, и все будет просто замечательно. Ну и вот, в принципе, как-то так вот мы и работаем, я работаю. Поэтому, ну, я не знаю, как сказать. Тех все устраивает, получает вместо одного, двух, трех десятков просмотров у одного блогера, получает в общности где-нибудь миллионов 5-6 просмотров. Но не у одного блогера, а у 10, 20, 100. Все в зависимости от того, на какую сумму мы договорились. И это, в принципе, начинает немножко работать. И вот договорился я с одним, вернее, точнее сказать, с двумя азиатскими товарищами, но начал договариваться с одним, и он: дружище, я тебе дам хорошие деревянные колонки, неплохой мощностью, красиво выглядит. Давай. Колонки пассивные, то есть никакого электричества им не надо. Провод от компьютера, от музыкального центра, от телевизора бросил на колонки, и они начинают работать. Ну, поговорили, обсудили, то все. Ну ладно, давай мы сделаем. Вот у меня есть знакомый, который даст тебе еще одну штуку на обзор. И эта штука будет, ну, внешняя звуковая карта со встроенным усилителем. Можно по Bluetooth подсоединить к компьютеру, можно провод от компьютера бросить, можно провод бросить от телевизора и много чего разного. Телефон, Bluetooth, FM есть. То есть штука хорошая. Ну все, договорились, условия, то все. Давай, отправляй. Хорошо, в течение 2-3 дней мы все это отправим. Тем временем обращаюсь к одному товарищу, который офисные кресла продает. Точнее сказать, кресло для компьютера Samurai 3. Давно уже с ним общались, кресла дорогие, поэтому просто так давать не хочет. Поэтому я ему говорю: дружище, вот тут скоро выйдет очень много обзоров с колонками, с усилителем. А давай все люди будут сидеть на твоем кресле и рассказывать, как им удобно сидеть и удобно настраивать усилитель, подключать колонки, то да все. Обсудили, поговорили. Хорошо, давай. Выходит первая серия с колонками и усилителем. Если я смотрю, мне устраивает, давай, я их тебе отправляю. Не вопрос. Проходит 3 дня. Почта России присылает мне на электронную почту уведомление. Вам посылки. Одна посылка 100 грамм, другая чуть меньше. Ну так думаю, как-то оно не то. Колонки деревянные, 20 в глубину, 30 в высоту, 15 в ширину. Не могут 2 колонки весить 100 грамм. Усилитель. Ну, пускай там внутри будет одна маленькая микросхема, но все равно. Корпус, экранчик, размеры тоже 25 на 30 сантиметров. Не может тоже быть таких весовых категорий.
Пишу китайскому товарищу: дружище, а что ты мне отправил? И ты ли это вообще отправлял? Может, кто-нибудь другой отправил? Что не то? Без договора, без всего. Ну, помолчал несколько часиков. А, слушай, говорит, а у нас небольшой косяк вышел. Мы, говорит, случайно твои колонки и твой усилитель отправили товарищу в другую область. Точнее сказать, даже в другой кусок страны. Случайно так получилось. А тебе отправили газовый баллон с газом на 400 миллилитров, зажигалкой заправлять, и бейсбол. Я говорю, а что мне делать с газовым баллоном и бейсболкой? Ну ладно. Бейсболку можно носить, газовый баллон можно там зажигалкой заправлять, тем более есть у меня сейчас парочка таких. Одна уже без газа валяется, другая пока еще с газом, но тоже уже месяца два пользуюсь, скоро скажет все. У меня договор есть на то, на все. Как-то оно это не то. Ну, мы попробуем все это решить, но пока получаешь вот это, делаешь все с этим. И автоматом договор насчет кресла аннулируется. По той простой причине, что вот я буду сидеть на хорошем кресле и рассказывать, смотрите, какой усилитель, какие хорошие колоночки, а как они звучат. Вы на ютубе об этом даже не услышите, не поймете, а вот в реальности звук он такой, да, прям хороший. И совсем другое. Вот смотрите, я беру зажигалку, вставляю баллон, она пшик, и все. Зажигалка заправлена. Завидуйте немцам, завидуйте Франции и прочие финны. И все это буду делать в обычной бейсболке. И вот такие вот косяки случаются постоянно. С учетом того, что еще сумка, которую принято на пузе носить, идет. Пришло уведомление. Ваша сумка доставлена в Питер. Но, думаю, немного странно из Китая везти в Питер, а потом на Нижегородчину. Ну да ладно. Потом, буквально через пару дней, приходит уведомление. Ваша посылка в Казань. Я думаю, что-то из Питера проще в Нижний приехать, а из Нижнего уже ко мне, чем туда-сюда перелет устраивать. Хотя и такое было, и не раз. Зашел в один сервис отслеживания посылок. Ну, сейчас им не пользуюсь, но раньше пользовался. Ввел трек. Да, ваша посылка на самом деле в Казани. Зарегистрирована, получена 43 недели назад. А где же, говорю, моя-то посылка? А, ну, да, из Гонконга вылетели. Почта России, во Внуково. До конца августа мы, наверное, ее доставим. Поэтому, если вы смотрите видео с какими-нибудь товарищами, которые показывают вам какие-нибудь интересные штуки, газовый баллон это для зажигалок, бейсболки, усилители, камеры, телефоны, вы как-нибудь рассчитываете на то, что видео это может быть снято полгода назад и получено с такими трудностями, что даже может быть и дешевле задорого, но купить ее где-нибудь у вас поблизости в каком-нибудь ларьке. Выйдет быстрее, проще и вполне вероятно, что и дешевле. Ну а теперь переходим к вопросам, которые вы задавали за последние 4 дня.
Первый вопрос, который прислали потомки древних укров, или не потомки, как они, которые потом появились. Россия обстреляла Запорожскую атомную электростанцию. И местный президент Зеленский уже начал жаловаться, что еще чуть-чуть, и Россия обеспечит очередной Чернобыль в Европе. Вот мне одно во всех этих сказках непонятно. Ну, допустим, Россия на Украине решила взорвать атомную станцию, которая уже находится в руках вооруженных сил России. Почему, например, не взять 3-4 укров, дать каждому по ящику с динамитом и послать их, ну вы идите вон туда на склад, положите и все. И когда они приблизятся к нужной точке, нажать на пультике кнопочку, ящик с динамитом взорвется, и все это списать на укропов. Зачем пробираться на территорию Украины, запускать украинскую ракету, которая к тому же еще и не попадет туда, куда надо попасть? К чему все эти сложности? Вот этого я немножко не понимаю. Ну вот как-то оно вот так. Почему опять же нельзя было нанять 2-3 укров и не взорвать какую-нибудь атомную станцию на территории России? Обвинить Украину в терроризме будет еще проще. Зачем с такие сложности? К чему приведет вообще взрыв атомной станции? Ну да, зона вокруг станции будет очень долго непригодная для всякого разного полезного. Электричества в округе не будет, еще куча всего не будет. И ради того, чтобы сказать, смотрите, древний укр вообще с башкой не дружит. Да кого волнует, что там дружит, не дружит у древнего укра? Вот этого я немного не понимаю. А с учетом того, что даже украинские друзья, которые всегда поддерживали этих самых укропов, почему-то уже начинают писать, что оружие их распродается направо-налево. Деньги, которые они получают, тоже уходят не пойми куда, не пойми зачем, но точно не по месту, куда оно должно было уходить. Не проще ли было все это сделать с умом и без всяких ракет, взрывов, новых Чернобылей? Кому что надо, тот и напишет. Например, в Косово была задержана русская журналистка по обвинению в шпионаже. Дарья Асламова. Женщину 69-го года рождения, если мне память не изменяет, задержали, напугали. Доказательств не нашли, отпустили. Но она вот из Косово вернется обратно в Россию и напишет опус про то, какие Косово тупые органы правопорядка. Взяли, напугали, отпустили. И все. Была ли Дарья Асламова каким-то шпионом, еще кем-то? А я вот не знаю, если честно. Украинские дураграм-каналы написали о том, что да, была. Факты, еще чего-то не приняты не только в украинских, но и в российских дураграм-каналах публиковать.
Поэтому любой человек может написать все, что угодно. Просто для того, чтобы хайпу срубить, просто для того, чтобы денег заработать, еще что-то. Поэтому, скорее всего, просто русское имя, русская фамилия, русская журналистка. А давайте мы ее тряханем. А вдруг она шпионка? Потом кто-нибудь позвонил, сказал: а вы не придурки? Какая нахрен шпионка? Вы про что? А, ну да, извините, нас неправильно поняли. Давайте отпустим. Короче, все как везде, все как всегда, и ничего нового, ничего интересного. Также сообщают, что на днях будет суд, который, скорее всего, оштрафует Павлика Дурова с его телеграммом на 8 миллионов рублей. А всего лишь из-за того, что Павлику сказали: вот это нужно удалить. А Павлик забыл и не удалил. Наверное, в очередное письмо писал, что не надо считать его русским бизнесменом. Он совсем не русский. Чурка тупоголовая. Ну а когда придет штраф, будет ныть, плакать и рассказывать про то, как кровавая гыбня не дает Павлику строить надежный, правильный, интересный тураграф. Одни штрафы, не пойми что, не пойми как, не пойми за что. Ну и, собственно, все. Больше никаких вопросов не было. Видно, жара сказывается, писать не хочется и все остальное прочее. Поэтому прощаюсь с вами на 25-й минуте. Можете рассказывать. Всякие сказки, присказки, небылицы и все остальное прочее. Как всегда, рекомендую сделать подписку на Boosty, ссылка под видео. И сколько угодно всяких вопросов, тем, пожеланий опубликовывать. Либо воспользоваться любой из донатных ссылок. Немного дешевле, но несущественно, и точно так же предлагать всем. Также прошу обратить внимание, спонсоров канала нет. Реклама внизу не показывается. Если реклама внизу не показывается, значит вы можете купить здесь рекламу на неделю за минимум. За рубль, за 2, за 3. Поэтому рекомендую именно так все и сделать. В спонсорах канала любой донат от 500 рублей и выше. И ваше имя будет здесь крутиться ровно 1 месяц. Ну, собственно, и все, что я хотел сказать. Всем пока. Увидимся через 4 дня. Ну и все. Всем до свидания. Выпуск получился сегодня коротенький.